Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Друзья, в этом ролике будем зарабатывать деньги на катализаторе на Honda Accord шестерка. Почему зарабатывать? Это, знаете, вот есть машина или вот есть человек, у него две почки. Одна рабочая, а вторая нерабочая. Зачем вторая почку нерабочую, когда можно ее просто вырезать и продать? То же самое будем делать на этой машине, на Аккорде. Будем вырезать катализатор и его продавать, потому что он уже здесь бессмыслен. Итак, Аккорд шестой, вот такая машинка, и на нем сейчас будем вырезать. Как это все сделать, как это все просто вырезать, чтобы не вам вырезали, да, не какие-то спецы забрали бесплатно, вырезали катализатор и потом продали, а вы сами вырезаете, ставите пламя-гаситель, и ваша машина едет и быстрее, и еще у вас в кармане кэш. Итак, погнали, прямо сейчас заезжаем в гараж. Добрались до катализатора, вот он где находится, на выхлопной трубе. Крепится с одной стороны, со стороны переда, тремя болтами, которые можно в принципе открутить, а вот задние болты у нас до того заржавели, что придется их болгарочкой спиливать. Катализатор, вот наши денежки, вот здесь денежки лежат. Сколько денег там находится, я пока не знаю, будем сдавать и смотреть. Но это почка от Аккорда шестого. Открутили катализатор и видим, да, внутри он присутствует, но соты у него забитые. Прям сильно так забитые. Толку от них нет, поэтому, друзья, будем спиливать эти болты и вытаскивать катализатор. А на место него поставим уже пламя-гаситель, который купим как раз по размерам, подходящий для нашей банки катализатора. А вот эти денежки. Вот это денежки наши. Отпилили катализатор. Смотрим со всех сторон. Да, действительно. Кое-где есть там на просвет, но все равно он забит. С этой стороны, да, тоже отсвечивает, видно. Что дальше делаем? Выбиваем сейчас эти болты, которые мы спилили, которые намертво сидят при помощи тисков. А дальше выпилим окошечко для того, чтобы можно было вытащить сам катализатор. Приподнимем, вытащим и будем знать тогда, какой нам и пламя-гаситель сюда внутрь устанавливать. Начали пропилы делать с верхней стороны, чтобы потом сварочные швы, сварные швы были, они были сверху этой банки и не было заметно снизу. Так, на всякий случай. А теперь еще с боков отрежем, с одного и с другого, чтобы можно было как консервную крышечку, как крышку консервной банки приподнять и достать катализатор.
Ну вот и достали катализатор. Как мы и видели, что он действительно целый. Сейчас мы для себя узнаем, сколько он граммов, взвесим. Ну а здесь, смотрите, он полностью забит. Соты забиты, то есть он уже не справляется со своей задачей, а соответственно действительно можно от него избавляться. Ну и берем выгоду с этого, просто его сдадим. Помимо этого здесь асбестовые прокладки, которые не подвластны горению. Вот у нас есть точнейшие весы, показывают сейчас 0,0 граммов. Вообще цена деления у него 0,1 грамма. Так, ставим на них наш катализатор и смотрим, что показывает. 705 граммов, 705,1 грамма. Итак, смотрим, сколько это в деньгах. И все, мы приехали в фирму, которая принимает катализаторы. У них тут есть даже конфетки, угощайтесь, ребята. Вот вам, показываем. И смотрите, все, что у них есть. Всякое оборудование, как я понимаю, да, правильно? Да, правильно, конечно. Вот, они нам сейчас проверят, посмотрят, сколько у нас там драгметаллов и озвучат нашу стоимость этого катализатора. И пока выбирают уплотнитель из банки катализатора, вот примерно вот такой пламя-гаситель у нас и будет установлен, который мы приварим также и будем дальше ездить счастливые и довольные и с очень большой суммой денег в кармане. Маленькие надо чуть-чуть побольше. Сама то, да? Диаметр. Не, ну его же надо будет приварить, я правильно понимаю? Да. Прихватить там. Да. Вот. То, что нам надо. И стоимость его? 1000 рублей. 1000 рублей, отлично. В общем, вот этот пламя-гаситель, получается у нас там диаметр 110, длина соточка. Верно же? Не обманываю? Да. Или диаметр соточка. Ну, короче, это потом замерим. Мы потом его сюда уже установим, прихватим, и он будет работать как исправим. Что-то у нас тут показывает, я не понимаю, нам объяснят. Долго надо держать, да? 40 секунд. 40 секунд держим, и вот нам определяет состав нашего катализатора, который мы привезли. Золото там, наверное, будет куча. Нет, золота нет. Платина. Платина, палладий и родий. Платина, палладий и родий. Вот из-за этого и получается, что люди сдают свои катализаторы, ну, которые уже отработаны, которые уже никак не работают. В общем, получилось такое, что наш катализатор, вот в таком состоянии его разбили, получилось 8000, сколько? За килограмм. У вас получилось 6050 рублей именно за него. За 8000 с копейками получилось за килограмм, а за наш катализатор, который 705 грамм, как мы взвешивали, получилось 6050 рублей. Но это был первый вариант, а сейчас мы попробуем размолоть катализатор и узнать нашу стоимость. Она должна, в принципе, немного быть да поболее. Итак, будем вот в таком оборудовании перемалывать. — 11280 получается за килограмм, у вас 704 грамма. На 7950. Вот уже другое дело. Итак, мы заработали 7950 на нашем катализаторе от Honda 6, Honda Accord 6. И у нас вес был 705 граммов. Так что, ребята, берите всегда по помолу. По помолу всегда дороже.
Итак, друзья, только что вышли от конторы, которая принимает катализаторы. 7950 мы это точно заработали. Купили у них тут же за 1000 пламя-гаситель. То есть все мы поменяли, мы остаемся в плюсе. Плюс 6950 за катализатор. Но, друзья, всегда берите с помолом, будет дороже. А мы едем дальше устанавливать, приваривать, восстанавливать. Все примерно как было визуально. То есть, чтобы комар носа не подточил. Погнали. Вот наши денежки, которые остались после того, как нам заплатили за катализатор. Итак, что мы сразу пошли купили? Это пламя-гаситель вот такой, который называется Катавто пламя-гаситель. Итак, его размеры: диаметр 110, длина 100 миллиметров. Он как раз подходит в нашу банку, и мы его туда будем помещать и заваривать. Сразу обращаю внимание, что поток огня, выхлопных там газов должно быть вот сюда, в этом направлении, вот сюда. Соответственно, ставим тоже правильно, вот таким образом. Дальше купили шпильки, болты, которые мы спиливали, омедненные гайки к ним же, вот мы спиливали вот эти. Они примерно такие же подходят, ничего страшного. И уплотнительные кольца на глушитель, 1 штук и 2 штук. Диаметры они подходят. Так что все, огонь. Сейчас привариваем банку, чтобы она внутри вот так не дребезжала. Закрываем и полностью завариваем этот наш пакет. А дальше устанавливаем уже на автомобиль. Проварили все швы, щелей нету, соответственно можно устанавливать теперь банку на автомобиль. Вот как изнутри там все это выглядит. В общем, кольцо одно идеально подходит, то есть оно родное, хондовское, аккордовское, а вот второе, которое мы купили, сказали, тоже подойдет, но оно никак не подходит. Представляете, друзья, поэтому смысл какой? Будем ставить одно родное, а второе будет старое. Но перед этим мы здесь зачистим поверхность прилегающую, чтобы поровнее было, и установим так, как есть. А вот родное кольцо, мы его оставим как есть и будем прикручивать банку теперь. Все полностью прикрутили, затянули болты, гайки, все у нас стоит на месте ровненько. Еще осталось поставить кожух, но это уже будет за кадром, и все готово к эксплуатации данного автомобиля, при том, что будет еще кэш в кармане. Ну а теперь заведем автомобиль и посмотрим, заведем двигатель, насколько все тихо будет. Поехали! Тихо, спокойно. То же самое, что из катализаторов. Дым не идет, никакой не сизый. Все, огонь. Деньги в кармане. Деньги в кармане. И что у нас? И стоит пламя-гаситель. Ребята, а это с вами был канал Юрганов Лайф. Меня по-прежнему зовут Иван. И в этом ролике вы только что увидели, убедились, что можно самому снять, вырезать катализатор, как потом всю эту банку заварить. При этом
останутся деньги еще в кармане у вас, и катализатор вам этот не нужен. Тот, который старый, он уже по факту вам действительно не нужен. Соответственно, вы можете на этом заработать. По крайней мере, на аккорде шестом, на Honda аккордом шестом мы заработали, все сделали по уму и заработали 6500 рублей. Ну а я с вами прощаюсь, канал Юрганов Лайф. Иван, до новых встреч и говорю вам пока. Пока.